А, Просто почему я заговорил о тотальной мобилизации, там, да, с замещением населения, с вот этими всеми вещами, уже, конечно, большой вред. Ну, что вред? Ну, а как? Да не, ну Спецификация. слушайте, ну вырублено, сейчас еще вырубят молодое поколение мужиков. И что? Что останется вообще от украинской нации? Я обалдел, когда узнал, что 175 тысяч женщин пошли на мужские профессии. Это официальная статистика. А Имеется в есть виду. очень простое правило, я сейчас могу напутать в цифрах, ну его легко, даже, возможно, даже искусственный интеллект найдет. А именно, оно гласит, что если вы мобилизуете, по-моему, более 1/3 мужского населения, рабочего не населения, а вот именно рабочей силы, то вы проиграли в вашей экономике, хана. Ну, такой вот цифры, там то ли 1/3, то ли 1/4, я уже не помню, но есть некоторый предел, который, разумеется, был установлен эмпирически по историческим данным и тому подобное, по предыдущим войнам. Я думаю, что этот предел Украины уже прошла. Поэтому женщины занимают места мужчин. Если честно, то какой-то лютый трэш. Нам показывают, собственно, российского... Ой, сейчас... В общем, российского политика. Он говорит о том, что надо отлавливать собак по России и отправлять их на передовую. Да? На А передовую. зачем? Ну, чтобы они бежали, прочесывали местность и разминировали так. Вот. М, То есть надо мобилизовать собак. А у нас Ну, ровно за там 2 дня до этого выходит уважаемый военный эксперт, там Якубец, говорит, надо всех мужиков, у которого есть служебная порода собак, отправлять в пехоту, потому что там на переднем крае собака чует, где враг. То есть, что то заявление, что то, ну такое, знаете, от не, большого ну у ума. нас-то понятно, у нас выборы скоро, да, тут они за неимением ничего лучшего находят любой повод, только чтобы засветиться в инфопространстве. Ну, чтобы там на них обратили внимание, из списка не выкинули, может, у него уже денег нет купить себе место в списке, ну, чтобы там остался. У нас выборы на носу. Это понятно. А у вас-то что? У нас же тоже, наверное, выборы. Или выборов в Ну, Украине не ну да, да, будет? скоро все, да, скоро мир, да, да, Выборов не скоро. будет, думаете? Слушайте, я вам излагаю свою точку зрения, да. Вот как я вижу ситуацию с точки зрения логики. На мой взгляд, она железная. Но есть интересы кремлевских, есть интересы Запада, есть еще что-то, еще что-то. Я просто многого не могу сказать, потому что это, да, статья или еще хуже. Поэтому здесь ситуация, как говорит мой босс, флюидная. Нет, ну, все сразу задумались, кто у Димуры босс с такой флюидной, собственно, ситуацией. Значит, как вам кажется, есть ли и видите ли вы, ведь тоже, собственно, вот этот план Виткофа, который обрел название, имя Виткофа, он напрямую перекликается с Газой. И когда это все как бы Извините, я вас проворачивалось, перебью. Правильно называть план Виткофа Дмитриева. Дмитриев сам об этом сказал, что этот план был разработан и согласован Виткофом во время визита в Вашингтон в конце о, октября. хорошо, Поэтому правильно называть план Дмитрия Виткофа. А план, то, как у нас говорят, вот там закон Яровой. Ну, как-то вот, ну, там не одна Яровая это предлагала. Второй просто слинял, скажем так, поняв, что он такое вообще предложил, он решил не афишировать свое имя. Так и здесь. Поэтому давайте называть героев. Страна должна знать своих героев. да, по плану Уиткофа Дмитриева, значит, он абсолютно вбрасывается и вводится в пространство информационное. Хотя вот вы тоже вот это выборы взяли, у нас вот это вот забрали вот эту всю эту морковку своей железной логикой. Тут Вашингтон-Пост выходит и говорит, слушайте, так правда хотел Ермак лететь к Залужному, чтобы заручиться поддержкой? В смысле? Ну, Вы то есть... знаете, вот, по-моему, Царев, Олег Царев тут статейку тиснул.
на глаза попалось. Не буду врать, по-моему, он. Он написал, что вообще-то, если бы вот британцев, ну, у британцев есть такой, знаете, сумрачный британский гений, они бы Залужного сделали бы спарринг-партнером для Усика, поставили бы Усика. Ну, а что, чувак известный боксер, у вас уже один боксер есть, да. Чувак боксер известный, там, всячески показывает, какой он православный, из Крыма, русскоязычный, ну, Был. был, да, ну, там, за православие, за веру и тому подобное, ну, идеальный кандидат для Кремля. А Залужного, ну, спарринг-партнеры, а потом будет такой тандемчик, Усик Залужный. И Кремль так опять, ай, опять надули. Так что посоветуйте Ермаку слетать к Усику, не к Залужному. Ну, Залужный сегодня опубликовал фотографию вот эту, знаете, значит, вот этот вот, да, как бы он смотрит в этот самый, смотрит на Биг Бен, типа смотрит на часы в окно. Вот эта фотография, и все, о, типа ждет своего часа. Да, пришел мой час спасать Родину. Пока часы пробьют, вот это все. Просто в 12 кое-что может превратиться в репку. Будь осторожен, Залужный. Ну, в смысле, в твердую. Большую твердую репку. Да. Помни об этом. Значит, большая твердая репка плана Уиткофа-Дмитриева. Все ее привязывают к плану по газе. Мол, мы сейчас закончим с газой и сразу Украиной займемся. Я так понимаю, с газа уже закончили или нет? Выходит В Нетаньяху. газе еще ничего не начиналось. Выходит Нетаньяху. Говорит, вчера с Рубио разговаривал, он подтверждает, что США качественное военное превосходство сохраняет для Израиля в поставках оружия на Ближний Восток. Представляете? Говорит, что у Сирии такой же интерес, как у Израиля, возможно, даже больше в достижении соглашения по безопасности. Короче, торгуется Биби. Ну и по поводу Турции, поставка МФ-35 это не то, что произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет. Наша позиция по этому вопросу такая же, как и по... Да нет, в газе там еще только начинается. Там такой левак был. Ну, то есть, смотрите. Все решили свои вопросы. Хамас же отказался. Но правильно Хамас сказал, что, ребят, что там, какой план? Поэтому, кстати, Россия и Китай воздержались от вето, когда голосовали. Так, слушайте, пиндосы хотят умыться кровью, зачем им мешать? Вперед, ребята. Там только все начинается. Не. Поэтому, когда они там, с чем они там закончат, непонятно. Поэтому до Украины, если следовать этой логике, у них руки не скоро дойдут. Ну, там же принимал принца, да, Трамп. Да. Красиво принимал. Еще 400 ярдов выбил инвестиций. Самолеты Я летели. посмотрел, на самом деле, если посмотреть на все инвестиции саудитов в американские облигации, сколько они держат в своих ЗВР, ну да, можно там их немножко еще потрясти. Но опять же, это же Восток. Ну, обещали Трампу сначала 600, потом еще 400, целый триллион. Ну, у них воображения нет. Тут же Бин Салман мог бы и 4 пообещать. Чувак, ну что мы тут мелочимся? Давай 4 триллиона на 100 лет. Зуб даю. Любимым ишаком клянусь. Примерно из этой серии. И теперь все пишут, я посмотрел, да, все, те отношения, которые были испорчены Байденом с судитами, Трамп все починил, снова втянул их в свою орбиту. Ну-ну. Посмотрим, кто кого куда втянул. У нас разрывная сенсация сегодня вышла. Оказывается, раскопали, ну, вот эти соросятня грамматика, они раскопали, что в деле, ну, в материалах об Эпштейне фигурирует украинский политик. Ой, кто бы это мог быть? Вы никогда не догадаетесь, кто это мог быть, потому что я лично... Кучма! Нет, я лично
Я лично в шоке. Вы сейчас даже не представляете, кто это. Вот даже никто не может, не мог предугадать. Этот, как его, Прыщавый, как его у вас был? Первый Майдан. Нет, Не, все, нет, сдаюсь, не знаю, не нет. знаю. Это, так, на секундочку, действующий глава обороны города, родного для президента Кривого Рога, Вилкул. Вилкул в материалах по делу Эпштейна. Значит, в этих файлах А он типа девочек поставлял? десятки упоминаний об Украине и имя Вилкула. В одном из документов от 2016 года неизвестный просит помочь раздобыть для Вилкула приглашение на инаугурацию Трампа. А в январе 17-го, Ну, понятно, пимпом работал, девочек поставлял, поэтому... когда ясно. Вилкул рассказывал, что посещал мероприятия в США по приглашению партнеров. Ну, по бизнесу все правильно. То есть, ну это, конечно, шок. Как вы думаете, откашлял Трамп файлы Эпштейна? Что сделал? Ну, откашлял, все, уже проехал. В смысле проехал? Ну, вот он же вроде как все разрешил, сказал, ничего там такого нет. Ну да, все разрешил, Драк вдруг развернулся там на 360 градусов, как говорит Кая Каллас. Ну, на самом деле, на 180. Вопрос в том, хватит ли них ума выпустить файлы, которые они уже, скажем так, пропустили через Photoshop. Ну, в стиле сертификата рождения Обамы. Когда они все-таки обнародовали этот сертификат как великую тайну. Казалось, что это банальный Photoshop. Вот это будет скандал, так скандал. А так, ну, куда им было деваться, на самом деле. Хорошо эту комбинацию разработали, когда 400, сколько там, 413 или 414, по-моему, членов Нижней Палаты против одного проголосовали. А проблема там была даже не столько в Трампе, сколько файлы показывают, что и ЦРУ, а известно, что со своего первого дела против него, которое было, и это дело спустили на тормозах, тут даже есть бумаги, что он информант ФБР и сотрудничал с ФБР и с ЦРУ. Моссад. Это вот прям будет сейчас американцам, особенно магаистам, в тему. Что Моссад использовал такой называемый хонипад, девочек по вызову, чтобы компромат собирать и потом, соответственно, влиять на политиков. Причем даже в том, что уже выпущена эта переписка Эпштейна, там черным по белому есть фразы и даже предложения Эпштейна своему подельнику использовать компромат для влияния на Трампа. Сейчас там будет много чего интересного. Значит, раскручивают сейчас новость. Значит, такую достаточно яркую о том, что Зеленский поговорил с тем министром армии, который передали, и все, Axios написала, что договорились о жестких сроках в ускоренном темпе подписывать мирный план, вот этот, который... Хотя вот официальный ответ, знаете, это же Axios пишет, а официальный ответ вообще какой-то такой очень расплывчатый, о том, что мы готовы, мы хотим, будем рассматривать. А вот Axios говорит, что вот как бы... Типа Кремль никто не спрашивает, да? Ну, получается, да. Ну, с Кремлем же согласовали. Хотя, еще раз. МИД не знал, реально, судя по всему, не знал. Песков тоже был не в теме. Что такой план согласовали? И вчера же Песков заявил, как бы рано говорить. Нет подготовительной работы, не проведено, чтобы была встреча президентов. Так а зачем тогда его вбрасывать, если это все сыро и вязко? Я думаю, еще раз, это вот такая гибридная операция против кремлевских, на самом деле. Против Кремля? Сначала их посылает Рубик, да? Там все типа в ужасе, ведь как же, путеводная звезда, импульс Анкориджа, куда же он делся? Ребята, у вас еще в голову никогда не приходило, что такие элементарные вещи, как, например, возобновление авиасообщения, возобновление консульской работы, возобновление работы посольств, возвращение государственной собственности обратно России в Штатах.
Если этого не происходит, о чем вообще идет разговор? Какой к черту нормализация отношений? Какие там туннели под Аляской? У вас что, с головой что ли не дружите сильно? Ну, это на самом деле вот это синдром Даннинга-Крюгера, да, это одна из побочек этого синдрома. То есть я когда все это вот читал, видел, смотрел, думаю, слушайте, ущипните меня кто-нибудь, нельзя же быть настолько, я не знаю, каким. Поэтому хорошо, тут же, значит, кинули, тут же, откуда ни возьмись, Трамп решил ударить по Лукойлу и Роснефти, заодно американцы отжимают зарубежные активы. Сегодня вышла милашка Бессент, опять сказала, вот никакой связи не будет между Лукойлом, Роснефтью и зарубежными активами, зуб дают. Тут же начинается вот этот вот непонятный пассажир Дмитриев с этими какими-то непонятными мирными планами. МИД не в курсе, реально не в курсе, суть по всему. Потому что, ну, слушайте, ну не стал бы Лавров-то подставляться. И тут же опять активизируются все эти ребята в Конгрессе со своими страшными законопроектами о 500% тарифах на всех, кто торгует с российской нефтью и тому подобное. Ну, и тут подсовывают бумажку. У меня такой типа, важный... Вот, злой полицейский выступил, теперь приходит добрый с бумажкой. Подписывайте явку с повинной. Смотрите, там же все прекрасно понимают, что это не будет подписано, потому что, ну, кроме там откровенного... Я не зарекался. Нет, ну, кроме откровенного бреда, там вот такие вещи. Я, кстати, был немножко за эти последние сутки, ну, за сегодня, да, вот это тоже удивлен. Говорят, ребята, а вот там такая формулировка есть: возвращение России в мировую экономику. И тут возникает такой, знаете, ну, понятно, ладно, там, если SWIFT вернут, это, ну, как бы хорошо, да? Ты Ну, без него живем. вот. И многие говорят, ребята, а есть некоторые моменты, что, которые, если вернут, то станет хуже. Ну, там, в отдельных отраслях экономики. В каких, например, и что вы думаете по поводу этого мнения, что тут еще, знаете, как бы несут тебе вот эту ложку меда ко рту, да, но ты понимаешь, что ты ее всю не съешь и не надо тебе, и там надо как бы лизнуть и отойти, а тебе ее пихают дальше. Вот на тебе отмену санкций. Какие могут быть последствия? Ну, смотрите, отменяют санкции, скажем, подсоединяют этот SWIFT. Что происходит с рублем? Резкий всплеск спроса на валюту возможный, да? Например, среди импортеров. Рубль тут же резко начинает падать. Ну, с одной, с другой же стороны, тогда должны отменять и санкции на российскую нефть, все это. Ну, предположим, рубль начинает падать. И бюджету хорошо, всем хорошо, а инфляции плохо. Тут на самом деле вот, как вам сказать, сколько экономистов, столько и мнений. Они иногда такое несут. На Западе иногда такое планируют, что просто волосы дымом встают. Элементарные вещи. Там, ну. Поэтому, с одной стороны, конечно, хорошо. Предположим, вот меняют санкции. Это значит, что наши китайские товарищи не смогут делать два конца. Будут делать полтора конца на нас. Да? Угу. И скидочка у них уже на нефть и на газ, что у них, что у индусов, что у турков, будет другая, или если вообще не будет. Вроде бы хорошо, а с другой стороны, если посмотришь, как экономика адаптировалась из одного состояния, когда она была включена в международное разделение труда, к теперешнему состоянию, когда она после выключения, попыток выключения достаточно серьезных ее из международного разделения труда. И тут снова идет международное разделение труда. Только тогда, извините, у нас и ставочки были другие, и налоговый режим был другой, и все было другое. А сейчас, ну, тут сидеть надо и думать. Думать некому. Ну, они пришлют... Возможны варианты. Они пришлют тех, кто будет думать. Чего нет? Ну, да, пришлют обязательно. Прислали тут уже, вон, нагребаем. Степан Геннадьевич. Выходит там ВФ и говорит, вы знаете, мы тут исследование провели, понимаешь, в натуре конкретно. Оказывается, ДКП, вот борьба с инфляцией, повышением ставки
она очень вредна для экономики. А вы Набиуллиной сказали? Нет, и все. Депешу ей прислали. Я сегодня был тоже поражен. Я не видел этого материала, потом там услышал, пошел, проверил. Да, действительно, есть упоминание, есть об этом в газете «Ля Монт». Значит, Муссье знает толк в извращениях. так, после того, Работа что... такая, да? После того, что со мной сделала Украина, конечно, да, понимаете. Вот. В профессиональном имеется в виду плане. Значит, значит, какая вот меня как бы строчка поразила. Несколько недель назад, ну, скажем так, оборвал свое бренное существование в этом мире криптоблогер, достаточно известный криптоинвестор Костя Кудо, да, Костя Кудо. Причем там Ламборджини, нашли его, в общем, ужас. Да? И все, никто не понимает, что случилось. Там как раз был такой очередной, ну, этот хайп Трампа. Ну да, да. И все говорили, да нет, ну подождите, но это же все равно, он же с таким опытом, такой криптан еще тот, он понимает, что сегодня откатилось, завтра прикатилось. Тут это не связано там с какими-то рынками. А вот в Le Monde пишут, что это может быть связано и конкретно случилось из-за того, что через него проходили деньги, которые отмывали в энергоатоме. Может быть. Я тут немножко, знаете, так навел резкости, думаю, это елки-палки. Ну, Миндич, о нем нам говорили, что у него есть флешка с криптой на 1,5 ярда. Ну, тут как бы такие заголовки писали. Правда, неправда, он же уже уезжал из Украины, потом вернулся, там замяли эту тему. Конечно, эти все денежки, вот эти пачечки, о которых вы вспоминали в начале, да, пронумерованные, они же могут быть вскрыты и каким-то образом, да, ну, так сказать, надо же как-то обезопасить себя. И вот он почему-то вот так поступил, вот этот криптоблогер. Вообще, конечно, история жуткая, темная, и все говорят, что это лишь там верхушечка айсберга, вот тот того айсберга, на который, ну, уже похоже, в который врезался Титаник Украины. Как вы думаете, мы сможем увидеть, ну, подножие этого айсберга? Не думаю. Не увидите. Ну, просто если кто-то туда начнет смотреть, открывать рот, его будет ждать та же самая участь. Ну, слушайте, Украина это в последнее время была просто огромная, прачечная. Причем даже те цифры, которые назывались, помните, было расследование Джулиани, даже тех крохи, которые вышли после этого расследования, ну, например, тот же Сорос, свои фонды отмыл 5,7 миллиарда через Украину, 5,7 миллиарда налогоплательщиков американских. Та же это была у вас, ну, вот, в девичестве Нудельман. Цифра фигурировала, что Майдан сделали за 5 ердов. Батюшки, а оказывается, денег налогоплательщиков было потрачено 10. И к ней сразу возник вопрос, чувиха, бабки где? И она тут же вылетела с работы, например. Поэтому я не знаю, сколько там десятков, если не сотен ердов было отмето в Украине. Причем, если кто-то из енотов там начнет какие-то права качать, еще что-то говорить, угрожать, шантажировать, ну, его, скорее всего, может постичь участь криптоинвесторов. Что с биткоином происходит? Ничего, падает. Уже Прошу там... прощения, корректируется. Он же вечно растущий актив, он корректируется. Мы знаем же все, что вы, ну, как бы крипту хулите, говорите, что это, ну, такой, как это, скам они называют, да, что это все накачанная история. Но давайте так, это тоже нам о чем-то говорит? Конечно. Нормально разводит лохов. Так, скажем так, если посмотреть на историческую перспективу,
Ну, за 15 лет нормально биткоин раскачали, все остальные валюты тоже. В результате это же все анонимно. Расскажите АРС, да? Сейчас же начинает до людей доходить, что анонимности никакой нет, потому что, оказывается, можно их блокировать. Можно ставить черные метки на биткоине, такие, что не отмоешь. Но главное не это. Главное, что население, особенно продвинутое, приучили к чему? К цифровым деньгам. Поэтому, когда, скажем, появится на горизонте, там, вернее, уже появился там, цифровой юань, цифровой рубль или цифровой евро, так называемые цифровые валюты центральных банков, ну, все это воспримут естественным образом. А потом просто, ну, как, биржа обнуляться, и все. Был у вас кошелек, нет у вас кошелька. Все очень просто. Приходите, ребята, хотите пользоваться цифровыми валютами, пожалуйста, у вас широкий выбор из валют центробанков. Население приучили, особенно особую, самую продвинутую часть. Всех посадили на кукан с анонимностью. Хотя, если вообще, вот, если у вас есть... Я вообще не понимаю этих людей. У вас же это самое, как из башки вылетело. Ну, фишечка такая там под биткоином. Распределенное хранение информации. Как это называется? Ну, блокчейн. О, вот дебил старый. Да. Блокчейн. О какой анонимности вообще можно говорить? Там все транзакции навсегда остались. Их не стереть вообще в принципе. Ну да ладно. Поэтому я думаю, что, ну, во-первых, была white paper ЦРУ, потом появился этот Накамош, или как его там, тоже выпустил такой white paper, которого один в один была похожа на ЦРУ. Потом появилась непонятная валюта stablecoin USDT. Если тот же биткоин это ЦРУшное мероприятие, то USDT это уже NSA и тому подобное. Об этом можно говорить много. Ну, люди предпочитают как-то, знаете, учиться на своих ошибках, поэтому пусть учатся. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Пойдет ли Зеленский? 14%. В смысле? Зеленского Ермака еще наградят в Кремле. 26%. Нет, отпетляют, удержатся. 28%. Скоро падет, да. И 32% да, но не сейчас. Ну, то есть у нас разделились места от почти поровну там за небольшие проценты, да. То есть никто не знает, что будет. Никто не знает, Это же что прекрасно. Когда вы все знаете, вам скучно жить. Тут есть некоторый саспенс. Есть о чем поговорить на кухне, да? Занять свободное время. Вы знаете, если так серьезно, то Зеленский принес очень много горя в эту страну. Да. И понимаете, когда, ну, это все, скажем так, под мишурой, под софитами, под какими-то, я не знаю, вот этими театральными жестами, выступлениями, вот этими там ее обращениями, все же четко сравнивают этот период, в который сейчас он попал, например, предвоенным. И я, например, согласен, и давно согласен с этой точки зрения, что Зеленского вот это СВО, которую начал Путин, когда там запустил солдат, когда ударил ракетами, он его спас. Но он его не просто спас, его рейтинг внутри страны, он возвысил его на весь мир. Обложки Time, вот эти все, скажем, аплодисменты, овации. Руку ему Пелоси целовала. Представляете? У вас неправильное представление. Зеленский – это имя нарицательное. То же самое вот, популярное в России это выражение, особенно у коммунистов, совков. Во все иное Чубайс. Чубайс – это не человек, это имя нарицательное. Был бы не Чубайс, был бы Бейлис. Какая разница? Разницы нет. Это есть некая система, которая работает. У этой системы есть определенные задачи. Они решаются. Происходит отбор по морально-волевым. Кто будет на какой должности в этой системе, каким винтиком будет работать. Все.
Ну, был бы не Зеленский, ну, был бы еще кто-то. Ну, О, Господи, о, его же Господи. начали Я прошу раскручивать, прощения. его же начали раскручивать, и все стерлось. Сейчас вы закончите про Зеленского. Тут срочно в номер, Да, как все. говорится. Срочно в номер. В ближайшие минуты Кремль выступит с заявлением, сообщают журналисты кремлевского пула. Скоро будут громкие новости из Кремля, говорится в сообщении. А? Путин? Там этот, который с Путиным ходит, журналист Зарубин, говорит, сейчас включайте, скоро будут, скоро. Ух, Степан Геннадьевич, ну, может, сейчас как раз на вопросы зрителей ответим, может, что и застанем. Историческое что-то будет. Да, может, Путин ответит на все вопросы сразу. Ух, что-то будет. Я уже помню так, Я как... думаю, что это будет. Помните, в час Мы ночи... за мир, за дружбу, жвачку. Но надо прорабатывать, нужно создать рабочую группу по формированию комиссий для проработки. Ну, а так мы за мир, да. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, и про Зеленского рано с ним прощаться? Я думаю, реально, да, пока рано. Да, Ну, друзья. уже, скажем так, время-то его подходит, по большому счету. Но пока, я думаю... Понимаете, тут единственное, что есть, это... Ну, во-первых, его статус легитимности, как уже говорилось много раз, это такая хорошая закладочка на будущее. Всегда можно разыграть как угодно. А во-вторых, механизм передачи власти какой. Вот, скажем, решили убрать Зеленского. Ну, ладно, можно слить координаты типа русским. Позвонит тот же Петька Стакан, там, может, Белоусу скажет. Этот чувак мы будем держать 2 часа там. Ну, пролетит пара кинжалов, и нет Зеленского. Дальше что? Хорошо, переходит власть формально к этому. У вас там есть такой большой начальник Рады. Забываю, как его зовут все время, фамилия. Если большой, то Стефанчук. О, Стефанчук. А так он не сильно Хорошо. большой. Да, ну, назначаются выборы, еще что-то. Один вариант. Второй вариант. Зеленский остается у власти, все нормально, обеспечивает транзит, тоже выборы. При каком условии будут проводиться выборы? Тут же столько вообще вариантов. Вот как, скажем, Зеленского быстро, эффективно поменять либо на Залужного, либо, как считает Царев, кстати, идея очень нравится, красиво действительно, на Усика. Вот как вы себе это представляете? Только, наверное, ликвидация Зеленского. Потому что в отставку он сам не уйдет. А тут еще станет героем. Посмотрим, потому что, повторюсь, этот прилет генералов в отсутствие Зеленского и всех остальных, он был не с украинцами поговорить и не бумажку им показать. Он был о другом. Посмотрим, что они доложили обратно или доложат обратно. Непонятно, что Степан Геннадьевич, в общем, тут собирается заявлять в ближайшие минуты Путин, да, там все как бы его пока что, ну вот сейчас вроде началась какая-то трансляция, до нее сообщили, что провел совещание с группировкой «Запад», ситуацию по Купянску заслушал, Константиновке и Краматорском направлении. Все задачи на предыдущем совещании были выполнены, сказал. По южной группировке и западу, ну, все, в принципе. То есть пока вот так. Ну, сейчас вроде как в эти минуты идут вот эти важные новости. Ну, давайте мы сейчас что-то узнаем, да, и как бы обсудим, пока перейдем к вопросам зрителей. Традиционно, как всегда, значит, с сообщества в Ютубе начнем, и, собственно, может быть, чего-то и поймаем как раз на нашем Титанике. За хвост. Значит, нравится мне. Александр, Степан, добрый вечер. Вопроса нет, просто хочу Степану Димуре выразить уважение. Спасибо вам. Спасибо. И вам. Значит, вопрос Степану Геннадьевичу. Смотрел ли он недавнее интервью со Скоттом Риттером на радио «Спутник»? И как вообще к этому человеку относится? Что о нем думаете? Примечательно, он буквально повторил ваши слова о компетенции разведки США. Докладывают не правду, а то, что хочет услышать начальство. Заранее спасибо за ответ и эфир.
Ну, Скотт Рид, он и морпехом был, и он был один из тех, кто разрабатывал планы войны в Ираке. Ну, умный мужик, ничего не скажешь, много знает, занимался ядерным разоружением, кстати. Но, скажем так, у него та же проблема, как и у многих, у думающих людей, умных, скажем так, кто разочарован системой власти в Америке, особенно Трампом. Они начинают всячески превозносить противников. Потому что когда он раскрывает рот, начинает говорить не о боевых действиях, которые идут в Украине, а об экономике, о политике в России, у меня просто уши вянут. А так, все, что касается боевых действий, каких-либо систем вооружений, поскольку он с этим знаком, и он работал и с израильтянами долгое время, ну, его можно слушать. А вот все остальное, когда заходит разговор о политике, еще о чем-то, то не стоит. Мгм. Он, кстати, очень сильно прокололся с Ираном. Очень сильно. Вообще даже не мог предположить, что такое произойдет. Ну, вернее, результат 12-дневной войны он даже предположить не мог. Добрый вечер, Александр, Степан Геннадьевич. Были новости, что Китай продвигает цифровой юань через платформу M-Bridge, подключив 10 стран АСЕАН и 6 стран Ближнего Востока. Вопрос, где тут БРИКС? Перспективы вообще есть или у Китая иная геополитическая стратегия? Ну, вот они есть, БРИКС. А какая у Китая? Представьте себе БРИКС без Китая. Есть Китай, к нему просто пристегнуты все остальные. Соответственно, все эти сказки про валюту БРИКС, это уже все реализовано в цифровом юане, который, между прочим, конвертируем в золото. Что позволяет, в принципе, избегать многих проблем для тех же саудитов, если они остатки юаней от торговли с китайцами могут всегда конвертировать в золото, например. Но это просто замещает сильно, причем замещает доллар как раз в этом регионе, потому что еще раз формируются два гегемончика, две экономические зоны со своими валютами, со своей экономикой, со своей политической, что ли, системой, военной системой. Между ними будут всегда трения, поэтому, повторюсь, нужен посредник и гарант каких-либо договоренностей, который будет просто стричь свою индульгенцию. Вот и все. Значит, Трамп взял у Клинтона. Возьмет ли у Зеленского? Влад. Скабрезно шутит. Украину на колени не поставишь, Трамп залезает на стол, да? Примерно так. Хотя с ростом Зеленского можно не залезать. Для чего Путин помог Януковичу убежать, если ему, Путину, нужно было просто надавить на Януковича и разогнать вертеп на Крещатике? Не смог, не доработал. Это же, понимаете, вся эта программа тогда «Рюска мир», было ассигновано огромное количество денег. Судя по результатам, значительная часть ушла не по назначению. Ну, что-то тут как бы понеслись заявления вот эти. Я так отвлекаюсь от вопросов, Степан Геннадьевич. Значит, показывают кадры там, ну, где он с Герасимовым, там, говорит, бои идут внутри Константиновки, бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны, вокруг Купянского узлового 15 батальонов заблокировали. Это уже никакая не политическое руководство на Украине, это преступная группировка, заявляет Путин. Не знаю, это или не это. Ну, собственно, ну, это как бы заранее... Нелегитимный, короче, нелегитимный. Будем переизбирать. Вот. Нет, правда, тут... Только, понимаете, вот элементарная вещь. Предположим,
кремлевские соглашаются на эти так называемые мирный план. Предположим, Украина остается более-менее дееспособной ЧВК или страной, называйте как хотите. Дальше начнется интересный вопрос. Есть две мягких силы. Мягкая сила Запада, мягкая сила России. Кто одержит верх в Украине? Судя по, скажем так, послужному списку и списку достижений мягкой силы со стороны России, ответ, по-моему, однозначный. Конечно, мягкая сила Запада. Вот, я не знаю, понятно это кремлевским, непонятно, поэтому... Ай, слушайте, да, давайте к вопросу перейдем, там ничего не скажешь. Ну, тут одна деталь, что тоже цитата Путина, что для всех понятно, что эти люди, власти Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, им не до этого. Ну, вот как бы это, я так понимаю, реакция на вот эти Миндичгейты, которые мы с вами обсуждали выше. К вопросам. Почему, Наталья спрашивает, почему среди 28 пунктов мирного плана не нашлось пункта об отмене военного положения в Украине? Ой, напишут, не волнуйтесь. Во время дискуссий, обсуждений с украинской стороной, с европейскими коллегами напишут. Просто забыли. Как-то. Это просто говорит о том, что Украина здесь не рассматривается как нечто серьезное. Сергей. Как власть будем менять, а потом разберемся. Сергей интересуется. Журнал «Экономист» дал прогноз «Ребус» на 26-й. В нем лидеры России, Украины и Индии в синих одеждах, а лидеры КНР, США и Израиля в черных. На что намекают? Что вы думаете о «Ребусе»? Я думаю, здесь лучше, конечно, интересоваться у клинических психиатров и наркологов. Потому что журнал «Экономист», его ребус – это нечто. Во-первых, я не пью, мне столько не выпить. Да ну что ты будешь делать? Опять ничего не сказал. Не, ну что, говорит, с марта прошлого года преступная группировка, узурпация власти, все понятно, золотые горшки, цели СВО должны быть достигнуты. Да что такой ажиотаж? Что должно было прозвучать? Ну, это, знаете, это уже да, репортеры постарались. Нет, правда, потому что непонятно, ну, зачем так это разгонять. Ну, цели СВО должны быть достигнуты. Путин. Да, я просто не могу смотреть трансляцию параллельно, потому что, ну, как-то... Возможно, это, знаете, такая хитрая политическая игра, что, возможно, у русских людей зародились тени сомнения. Вышел вождь и сказал, не, все цели будут достигнуты, этот план идет лесом. Ну, Герасин докладывает, что руководство Украины не дает указаний своим войскам сдаваться в плен. Ну, типа... Это да, вывод, команд на вывод нет. Умирать до последнего. Ну, это кадры совещания, понимаете? Это не прямой... Да, ну... Это не прямой эфир, потому что там разогнали, вроде сейчас выйдет в прямой эфир. А Путин в военной форме был? Конечно. Это очень важно. Это очень важно. Вы даже не представляете, как это важно. И какие это будет иметь последствия для всего мира. Тяжело. Да, тяжело. Вопрос от Александра Македонского. Значит, как прикладному математику, можно ли математически просчитать, когда закончатся ресурсы для продолжения войны? Можно оценить. Угу. Ну, смотрите, можно посмотреть на убыль личного состава, сколько мобилизуется, например, да, сколько уходит дезертирует. И вы получите примерный расклад, как быстро сокращается живая сила на фронте. Дальше нужно будет посмотреть на, скажем, производство беспилотников. Нужно посмотреть на количество экипажей, пилотов и тому подобное. И вы, по крайней мере, начнете понимать, как еще долго осталось ВСУ. Например. Конечно, точно смоделировать урон
который наносит удары по энергетике, по логистике, скажем, в центральной и южной Украине, тяжеловатенько, поэтому я стараюсь такой фигню не маяться, просто смотреть, когда начнет валиться фронт, он начал валиться. Это значит, мы близки к развязке. Нет, абсолютно новая история. Беседуют с Герасимовым, ну, там, Волчанск 80% за Россией, говорит. Путин говорит, надо гуманнее быть, чтобы имели возможность сдаваться в плен. Ну, короче, это мы уже слышали вокруг Покровска, ну, то есть, когда тоже в военной форме. Но тогда они разыграли очень интересную оперативную игру, типа, все, окружены, журналисты, давайте, приезжайте. Это все, как бы, а у нас украинские эксперты говорили, о чем ты, Путин, еще нет никакого окружения, еще ничего нет, Буданов, вертолеты, все. Ну, это специально для вот этой реакции, да, для вот этого разгона. Прям целого Путина использовали для этого. Да. Зачем вот это? Но это многие предполагают, что это как бы ответ на вот этот мирный трек Трампа, и, соответственно, намек, что, простите, с преступниками мы не будем садиться говорить и обсуждать. Это такое предложение Западу поменять девочек, а не кровати. Ну, это займет определенное время, да, смена девочек. Ну, а дальше уже будут другие условия, наверное. Ну, девочки должны подрасти. Да, это, слушайте, ну, это... Когда вот эти вот начинаются полутона, полунамеки, это говорит о том, что ни у кого нет в данный момент решающего превосходства. Я имею в виду две стороны, США и Россия. Как только оно в какой-то момент появится, все эти полутона, полунамеки пропадут, и будет открытым текстом сказано. Ну что, становись в свою любимую позу, как китайцы сделали с редкоземной. Угу. Дони, знаешь, ты тут всех достал, мы с тобой сейчас будем делать то же самое, что ты делаешь со всеми. Иди сюда. Угу. Кстати, Венесуэла до сих пор не атакована. Фантастика. Чего ждут? Так, привет ведущим. Степан Геннадьевич, как вы думаете, почему Британия влияет на другие страны, в том числе на Украину? Экономика, армия у нее слабая, долг большой, внутренние проблемы с мигрантами. В чем сила, брат? В бабле. Так что много денег. Просто посмотрите, как, скажем так, вообще развивалась Британская империя, как она умирала, да. Откуда вообще из какой-то табакерки выскочил черт Ротшильд? Что потом стали делать Ротшильды? Они стали плодиться уже в Европе. Потом их деньги пошли в Америку. Если вы посмотрите на ФРС, да, кто является акционером ФРС, там очень много денег как раз так называемых Ротшильдов, еврейских денег, британских. Но открою вам страшную тайну, что они всего лишь манагеры. Посмотрите, скажем, как Ротшильды продвигали интересы короны на Ближнем Востоке, создавая сначала движение сионизма, потом переселяя сионистов на Ближний Восток, в это мифическое государство Израиль. Что они об этом говорили, как они это все обосновывали. Поэтому корона сидит и сидела пока что. И посмотрите, скажем, на влияние британцев везде. Вот даже в той же Газе, да, вот мирный план, 5, 10, 11, 12. Кто-то там будет рулить этим протекторатом? Тони Блэр. Да. Он-то с чего? Британские интересы. Которые, что, в чем интересы? Ну, как в чем? Контроль над логистикой международной и контроль над нефтью и газом в регионе. План clean break. Чистый отрыв. Так, значит, давайте еще немножко сообщества и переместимся в чат. Не знаю, по этому эпохальному заявлению, которое все разогнали, Герасимов докладывает, сколько квадратных наверное, километров. это было как раз вот сделано то, чтобы Путин в военной форме сказал, все цели СВО будут выполнены. Ну да, наверное, ради этого. А там какие-то нелегитимные хмыри сидят. Меняйте, потом поговорим. Значит, Степан Геннадьевич, как относитесь к такому мнению, что России опасно поглощать всю или большую часть Украины, так как она, как вирус, ослабит и убьет Россию изнутри? Ну да, там вирус 5-10 убьет.
Слушайте, ну, во-первых, это огромные финансовые расходы. Во-вторых, если, скажем так, население Восточной и Южной Украины, они более-менее русскоговорящие и никогда особой ненависти к русским не проявляли, то западенцы – это совершенно другое дело, бандеровцы. Не, Они погодите, там уже война уже сначала... 4 года, Степан Геннадьевич. Ой, слушайте, ну, поменяют рожу в телевизоре, и все будет нормально. Ведь людям что главное? Свет, тепло и назначить виноватого. Ну, все. Свет будет, тепло будет, работы будут, виноватого назначить. Делов-то. Поэтому я не думаю, что России вообще нужна Западная Украина, даже там центрально-западная. Я имею в виду, что только в западу от Днепра. Все остальное, ну, что. Поперхнуться можем, восстанавливать будет не на что. Просто это огромные расходы. Просто огромные расходы. А уже сейчас расходы на войну больше 8% ВВП. Из такой идиотской фискальной политики и монетарной политики, которая осуществляют западные клиентела, будем называть вещи своими именами, в России. А вторая часть экономики просто загибается. Остался пока что ВПК. Так, значит, Польша заявила, Лина Востроилова, предыдущий вопрос был Деминиана, Лина Востроилова заявила Польша, что готова выйти из ЕС и даже открыла границу с Белоруссией. Католики и славяне одновременно неудобны ни одной из империй. Что? Вот я пропустил, что они там заявили? Но они не заявили, что они подготовили почву, что в принципе могут выйти по законодательству. Это сильно громко, конечно, Лина пишет. Ну, немцы тоже заявили, что, слушайте, да, в общем, нам Евросоюз сильно мешает жить. Вопрос. Католики и славяне одновременно неудобны ни одной из империй или ядро ЕС неустойчиво? И сейчас у Европы нет ответа на вопрос, зачем им жить вместе дальше. Кризис ЕС заключается в этом, а совсем вовсе не в беженцах и чужеродцах. Абсолютно согласен. И если раньше брюссельские бюрократы пытались придумать а-ля римский клуб, это борьба со страшными изменениями климата, на чем Урсулка-то поднялась и держалась, то сейчас это заменили вот этим антихристом кровавым с Востока. Ну, они выродились практически в рабов. Да, это, извините, это уже по Ницше. Ресентимент Ницше, когда объединяемся против чего-то или против кого-то, а не ради чего-то. Ну, вот климатические изменения у них теперь заменены антихристом. Ну, как-то вот в самом начале программы, в общем-то, порассуждали о том, что что-то у них не бьется в головах, причем сильно. Анна, Степан Геннадьевич, наша Либерота, конкретно антивоенный комитет, пробила очередное дно. Заявили, что если придут к власти, то всем, кто был на СВО, запретят голосовать. Да и в списках на голосование должны... Кому не запретят. Да и в списках. К черту просто. Да и в списках на голосование. Значит, специально... Я сам в этом с радостью поучаствую. Специально будут отобранные партии. Меня удивляет, продолжает Анна, а почему им звание террористов-экстремистов дают, но на правительственном уровне никто не рассказывает за что? Ну, вышла бы Захарова и пару вот таких заявлений прокомментировала, чтобы всем понятно стало, какие негодяи за бугром. Почему этого нет? Вы просто слишком много хотите от тех же Захаровых. Вот и все. Потому что сейчас это используется, ну, например, инагент. Это уже используется давно как, знаете, либо жупел, либо механизм сведения счетов, например, да. А на самом деле многим из, как вы знаете, либерота, я их либерасами называю, многие из них на самом деле заслужили героя России. Почему? Потому что взять хотя бы тот же либерастический экономический блок, который отвечал за санкции против России. Классно поработали. Взять тех же этих всех придурков, которые говорят, что еще немножко, еще чуть-чуть, режим рухнет. Нужно только нажать тут, нажать там и дать нам гранты. На, скажем так, их дебрифингах основывается
значительную часть политики Запада по отношению к России, что и в экономическом, что и в политическом плане. Поэтому самым видным представителем, я думаю, все-таки они заслужили героя после завершения войны. Они очень много сделали для Запада в этой войне. Очень много. Мгм. Так, значит, переходим в чат трансляции. Нет, подождите, еще в сообществе, в клубе зрителей Шелеста вопросы, тут живые комментарии, прям куча всех. Спасибо, друзья, что поддерживаете и переходите. Василий спрашивает, где деньги партии «Слуга народа»? А Тимур откуда знает? Вот тоже интересно. Ну, Можешь, конечно, спросить, только зачем? Меньше Ди- знаешь, крепче спишь. Дима, Степан Геннадьевич, если Запорожье и Херсон по результатам мирного соглашения останутся в Украине, как отреагирует российское Z-сообщество на это? И как это объяснит Путин? Ведь по Конституции территория вроде как России. Будут переписывать Конституцию. А как отреагируют солдаты, которые сейчас под Волчанском и Купянском, на то, что эту часть Харьковской области, в которой у них погибли товарищи, надо будет отдавать? И еще один вопрос. Подскажите, что вы принимаете, чтобы сохранять веселое настроение? Мне так не весело. Честно говоря, ничего не принимаю, просто, понимаете ли, я уже давно общаюсь с черной материей, поэтому мне ничего не остается, как только быть здоровым циником и смеяться, скажем так. А вот для вас все это вновь. А что они скажут? Вот будет интересная задача поставлена для шапероидов, как они будут из нее выкручиваться для всей этой патриотической тусовки пропагандонской. Я не уверен, что смогут выкрутиться на самом деле, потому что вдобавок к этому, вернувшиеся с фронта, у которых уже другие понятия добрее и злее, что есть справедливость, что не есть справедливость, что хорошо, что плохо, скажем так, и несколько обостренные чувства, что ли, собственного достоинства, они столкнутся и с интернациональным долгом, с выполнением, вернее, интернационального долга в мирной жизни. Они столкнутся с суровой реальностью, что таких денег и зарплат у них не будет, от слова совсем. Вот это вот будет очень интересный момент. Угу. Чат трансляции. Владимир, вопрос. Дядь Степ, а что бы вы выбрали? Русскую душу, американскую мечту или еврейское счастье? Благодарю за ответ. Я вообще с Ануннах, с Наибиру. Я, скажем так, все это компоную. И у меня все хорошо. Значит, вопрос. Степан Геннадьевич, вы смотрели вчера «Дудя и Птаху»? Что скажете? Я этого с черепом, с плюсом не смотрю. У меня дебилов без него в жизни хватает. Значит, Зеленский таки расстреляет Верховную Раду из УЗИ, как в фильме. Ой, не знаю, но было бы знатное зрелище. Я бы скинулся. Уточните еще раз, пожалуйста, Степан. Мир на границах линии соприкосновения можно считать капитуляцией России, поскольку выполнение требований условия Путина становятся невозможными? Потому что война возобновится в скором времени, а все эти обещалки, хотелки, которые будут зафиксированы на бумаге с Западом, они не стоят той бумаги, на которой написано. Степан Геннадьевич, сейчас запускается нарратив со стороны ЕС, что россияне однозначно несут солидарную ответственность с Кремлем. Не кажется ли вам, что запускается и готовится новое вторжение, заранее просто оправдывается? Смотрите, это не... Еще раз, вторжение... Я, честно говоря, могу ошибаться, но никаких серьезных приготовлений к какой-либо войне с Россией я не вижу страны Евросоюза. Кроме пустых разговоров, хотелок, перделок и свистелок. И кампаний по расчеловечиванию и полной демонизации русских. Я другого пока ничего не вижу. Никаких реальных шагов, приготовлений нет. ВПК, как у них был в загоне, так и остался. Вы хотите сказать, что они потратят 175 миллиардов евро
и за оставшиеся до начала войны 3 года смогут раскочегарить свой ВПК до уровней России, Китая, Ирана и КНДР вместе взятых, не смешно. Поэтому это стандартное расчеловечивание и демонизация. Если Украина наконец-то вступит в ЕС, народ Украины обретет обетованное счастье, люди станут богаче, законы лучше, кружевные трусы качественнее и доступнее. Как считает Димура, сбудется? Для определенных частей в составе Украины, в составе Польши и Венгрии, да, попадут в Евросоюз. Такое пишут, говорят. Почему Владимир пишет? Почему Димуру интересно слушать? Потому что ему насрать и на Украину, и на Россию. Ну, не совсем так. У меня просто такой, да, циничный образ мышления. Так, значит, Степан Геннадьевич, кто эти 3 человека, отвечающие за шарик? BlackRock и товарищи? Не, это жалкие шестерки, которые скоро пустят в расход. Ну, там даже сравнивали Евроклир активы и BlackRock. Сколько там триллионов и сколько там триллионов. Только надо сравнивать не столько даже Евроклир и BlackRock, а, скажем, плечо, с которым работает BlackRock. Там любой чих, и его можно положить, если, скажем, тот же JP Morgan в определенный момент решит немножко порезать лимиты на BlackRock на рынке репо. И все, его не станет. Так, значит, так, Европа повернется к хаосу. Значит, как думаете, Степан Геннадьевич, атакованный в Измаиле газовоз вез газ или нет? Спрашивает пользователь. Турецкое судно газовое было атаковано на днях, недавно. Взорвалось, нет? Не, ну что-то как бы прилетело, чего-то там пыхнуло. Ну, если взорвалось, то да. А так? Не знаю. Я, честно говоря, первый раз слышу, что там что-то было такого. Значит, Шелест, не игнорь самый важный вопрос. Степан, скажите, какие перспективы у цифровой валюты Шария? Что лучше покупать его монету, билет на концерт Maybe Baby или недвижимость в Хацапетовке? Ну, не проигнорил, задал. А цифровая валюта кого? Шария? Ну да. Я не слышал о такой. Ну, наверное, собираются запускать. Я слышал, да. Лошарики называется. Ну, я думаю, что у них прекрасные перспективы, как у самого Шария. Степан, пока в Европе скандал, почему затишье на Ближнем Востоке? Самолеты покупают или что-то мутят? Что вообще происходит? Просветите, пожалуйста. Благодарю, Александр. Всем добра. Ну, как бы затишье все зализывают раны, анализируют произошедшее и понимают, что да, Иран их сделал, причем конкретно. Но на Иран пойдут снова. Готовятся. Причем работают, на самом деле, по такой же схеме, что сейчас пытаются работать с Россией. Переговоры там давайте начнем мирные. Тут же активизируется клиентела внутри Ирана, которая говорит о том, что да-да, нужно мир, жвачка с Западом, иначе нам тут всем крышка и хана и тому подобное. Все одинаково по одной копирке, под копирку. Юрий спрашивает, станет ли работа ТЦК более эффективной в свете последних событий? Таких последних? Я так понимаю, украинских, переговорных. Да, я думаю, что скоро это самое, суть всего, украинцы начнут их отстреливать. Ну, уже, кстати, все чаще картинки, где они в бронежилетах. Ну, слушайте, там бронебоек столько, что... Путин не против вступления Украины в Евросоюз, а потом Европа может объявить о создании армии Евросоюза.
Конечно, они уже сказали, что часть украинской армии будет ими использована, сохранена для охраны границ. Говорили же об этом. Давайте закончим на вот этом выступлении. Нет, не про биткоин. Биткоин на тушенку менять. Да, нет, не об этом и патроны. Значит, Димура, для чего живет человек, спрашивает пользователь. У каждого человека, если у него есть душа, да, у него есть предназначение определенное, у белковой оболочки и у души. Кто-то там реинкарнируется в кошечку, кто-то в двуногого, но у каждого свое предназначение. Друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот сегодняшний стрим. Пожалуйста, поставьте лайки, напишите, что думаете в комментарии. Также всех приглашаю по ссылке в описании к этому видео на свежий семинар, или грядущий, но скоро станет свежим, семинар Димуры. О чем он, тоже в описании. Переходите, интересуйтесь. Степан Геннадьевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, всем добра.